мы начинаем также поднимать, но сейчас мы поднимаем обе руки вверх и переходим, смотрите. И партнер делает как кокюхо, оба локтя и вниз. Мы равнение не меняем. Какая у нас стойка, нога впереди, он в одноименную приходит. Та нога впереди остается, но пропускаем ее вот сюда. Идущий захват. Чтобы партнер проходил вот здесь, не здесь. Айда зоп. Когда в туре. Ну, нам надо... Вот, у вас будет группа, 3 человека. Вы стоите... Зачет. Не, давай, зачет, говорю. Ориентируется как бы, тотально, хорошо. Смотрите, делайте тенкан. Кайтен сразу. Кайтен. Вы еще это, а уже с этим работаете. Хорошо? Старайтесь вот, линейно, но то в хакамах вы обращайте внимание, кто без хакам, не торопитесь их швырять, чтобы они успели сгруппироваться. Чикайтен. Банк следующий. Смотрите, когда вы открываете, вы должны поднять локоть. Ваш локоть прижат. Вы проходите отсюда, ваша рука двигается как бы за мячом сюда. И дальше есть одна из форм такая. Вы можете так делать. Но сейчас попробуйте другую форму. Бам, и партнер свою руку как бы пытается вытащить отсюда. Вы используете эту силу. Я вообще руку расслаблю. Раз, не жалей. Руку вытаскивай сюда. Вот. Происходит обмен между аудиторией. Обмен информацией. Я прохожу, раз, он руку мою эту возвращает. Видите, я расслабил руку, он его вот так возвращает. Я использую эту силу для входа. Это не такой вариант, как мы делали только что. Чуть больше обмена. Допустим, мы хотим выйти кайтен наверх. Да? Но в этот момент он потянул руку. Я не должен здесь бороться с его силой. Я должен уметь сложиться с его силой. Вот для этого. Да? Вертикально рука поднимается. Просто скрутились. Смотрите, работа Уки. Он не уходит, он атакует, он продолжает нас атаковать. Продолжает атаковать? Он продолжает атаковать, видите? Он сюда приближается. Он не разворачивается туда и не уходит. Он приходит сюда. Как бы его попытка проход в ноги сделать, схватить меня за ноги. Моя задача через локоть ту его руку направить в землю.
приближается. Он не должен отдаляться. А это же. Другой способ. Смотрите. Только чтобы мы направляли вверх и делали сюда бросок. Сейчас мы направляем к плечу. Выходим здесь, дальше бедро. И эта рука, и тут выходим. И вот здесь мы сейчас уже перехватили инициативу, используя инерцию, и партнер уже не переходит в эту фиксированную позицию. Да? Чуть больше динамики мы включили. То есть здесь мы перевели эту форму. Вот сейчас эту позицию мы проходим мимо. Мы как бы другая форма. Плечо, голова, вот, не закидывай ногу. Партнер здесь равновесие, вот смотрите, он также у него баланс ноги, но мы продолжаем туда, на эту руку. И он входит на эту руку, опускает ногу, не закидывает. Вот. И мы выходим в линию и завершаем. Наши действия, смотрите, такое же, ярко, вот такое же, ярко, айхан. Одно действие. Вот здесь мы выводим в линию. Линия проходит через него, вот здесь. Дальше его рука сгибается для контратаки. Он может меня туда бросить. Поэтому мы пересекаем. Вот сюда переходим в линию, создаем вот эту одну линию. Одну линию. Вот здесь. Дальше партнер нас атакует ногой, как бы к нам приближается, и мы закрываем и куда-то идем. Партнер не балласт, который, или там груз, который мы тянем, он живой двигается. Раз. Обходим. Уходим от его атаки. Когда слитно все это смотрится, не видно работы, может быть, уки. Кажется, что это тори так двигается. На самом деле форма создается двумя людьми. Уки и тори. Айки. Гармония айки обоих партнеров. Это зоо. Икё мате. Здесь выходит и рука, вот, то есть вот идет атака в руку. Ну не рука у нас, мы пропускаем мимо корпус. Теперь эта рука, она прижата здесь к корпусу. Ее отрывать нет смысла вот здесь. Или вот так вот делать. Вообще такие базовые движения я не знаю. Работает рука в локоть, которая работает. Вот. Она здесь переводит предплечье в линию, и тогда только включается эта рука в эту линию. Эта рука зафиксирована. Мы ее убрали, пропустили. В первом случае мы пропускали атаку выше, сюда. За центр. Сейчас пропускаем с этой стороны от центра. Выводим эту руку линия. И контроль. То же самое. Вот сюда.
потом это пошла добавлять. Все время у клитории это взаимодействие двух живых элементов. Мы вошли сюда, и вот когда мы начинаем развивать это движение, мы скручиваемся. Мы очень похоже на скручивание здесь, когда мы приводили. Только вперед. Мы скручиваемся, открывая себе вход этой ногой. И когда мы начинаем развивать, он пошел вниз, и мы этой ногой наступаем. Раз, рука. И начинаем вот разворачивать корпус. Мы разворачиваем, скручивая. Для того, чтобы открыть себе вход. Мы вот так не входим в данном случае. Вот сюда. О. Обратите внимание на это. Хорошо? Понятно, о чем я говорю? Потому что у вас, не хочу показывать неправильно. Раз, пам, 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 пам. Не, ну да. Нет. Блин, меч не взял. Если вы бьете, скручиваетесь бедрами. Так и здесь. Это же одна из важных таких задач, как это уравнение трех тел, да, в айкидо, является изучение, вот раньше, как изучали статичные формы, потом динамичные формы. Но никто вам не скажет, в чем разница статичных и динамичных форм. И где этот переход между статичной и динамичной формой. Если вы делаете статичное айкидо, а потом динамичное айкидо, то объясните мне, где переход. В чем, понимаете, никто вам не объяснит, в чем переход между динамичной и статичной формой. Может кто-нибудь объяснить? Скорость. А? Скорость. Нет, скорость. Углы. Это не переход, это составляющие динамичной формы. Они в статичной форме отсутствуют. Я вам объяснял, просто вы, конечно, даже владеете. Нет, я хочу, чтобы вы понимали, что в статичной форме отсутствуют определенные законы физики, которые проявляют себя только когда тела начинают двигаться быстро. Да? Когда тело стоит на месте, на него действует сила притяжения, гравитации, да? Если оно на Земле, это тело на Земле, ну Ньютона все помнят. И тело противодействия опоры. Да? Может быть, сила трения. Когда оно стоит, все равно сила трения, оно поэтому стоит. Но когда начинает двигаться, возникают другие силы, возникают инерционные, при вращении начинают эти центробежные, центростремительные, кориолисовые силы и так далее, возникает эта масса сил. И вот когда вы изучаете статичные формы, и если вы не понимаете, что этих сил нет, но они должны быть в статичных формах, и ваши формы статичные должны учитывать присутствие этих сил, вот если этого ничего нет, то это не форма айкидо. Это что угодно, но это не форма айкидо. То есть, по сути, в айкидо статических и динамических форм не существует. Есть присутствие сил и отсутствие сил. И техника, которую мы изучаем, она должна это учитывать, должна это понимать. Вот и вы должны это понимать. Если вы будете делать статично и откидывать законы физики, то грош цена тому, что вы делаете на татами, вы просто потратите время. Я сейчас поясню, вот на примере икё. Смотрите, если я медленно работаю с партнером, правда, я уже надрессировал, да, он знает, где какие силы, где какие. Мы попробуем сейчас. Я тебя испорчу. Не знаю. На месяц. Я бы сам буду переделывать обратно. Смотрите, вот сейчас эта форма. Мы выходим, мы работаем медленно. Вот партнер переходит сюда. Да? Вот он согнул голову, вот он пришел. Когда начинает переходить, ему ничего не мешает двигаться за мной. Двигайся, двигайся. Вот я пытаюсь зайти ему за голову, двигайся.
Видите, а он... И мы так можем ходить, да, он бесконечно. Я не могу, я даже побыстрее попытаюсь забежать в зону. Видите? Да. И это, я уверен, кто занимается, видел на татами такие карусели. Они регулярно происходят. Это потому что Антон отбросил, ну и я тоже, потому что я не должен бегать так. Ну зачем мне это бегать? Ну зачем мне его опережать? Потому что мы отбросили инерцию, отбросили гравитационную составляющую. Потому что мы входим, даже если мы чуть побыстрее делаем, видите, он уже не может за мной так бежать. Потому что у него приходит он на землю, ему надо побороть инерцию собственной массы, вернуть, а потом только начать движение. Ему надо кучу сил справиться без меня. Я вообще к этому не причастен. Он сам своей массой, из-за того, что просто мы сделали побыстрее. Поэтому, когда мы делаем медленно, мы понимаем, что этот процесс, мы просто растягиваем время. Мы как бы в замедленном времени. Но мы учитываем эти силы. Поэтому, когда он приходит вниз, руку согнул, я обхожу голову, он стоит в этот момент, он не двигается за мной. Если он двинется за мной, означает, что он исключил силу притяжения и инерцию. А это будет изучение боевого искусства без понимания, что такое инерция, да? И там масса тела и прочее. Нет. Поэтому вот в этом зерно проблемы, что не существует статичная форма и динамичная форма отдельно. Это все вместе. Мы постепенно наращивая, увеличивая скорость, мы прибавляем законы физики сюда, в нашу технику. Но эти законы не должны трансформировать нашу технику с нашей... Потому что я тогда беру новичка, обучаю его по одному, обхожу силой, чтобы он не бегал за мной, да, там, пытаюсь его придавить еще как-то. Но когда мы начинаем делать быстро, мне-то это делать не надо, а привычка-то уже осталась. И получается всякие силовые, эти самые, реальные айкидо. Потому что реальные айкидо, ну и подобные, живут в нереальном мире, они без закона физики существуют. Вот, поэтому... Иди не спорт? Дай-ка проверим. Итак, все техники. Во всех техниках существуют вещи, которые мы, когда мы делаем медленно, допустим, шихонагэ. Гякухан. Я не делаю, не показываю неправильно, но в шихонагэ, когда мы делаем вход, вот здесь происходит взаимодействие, и партнер делает такой тункан. Потом я тогда могу входить на его место и делать вход. Почему так происходит? Кажется, условность. Я говорю, ты должен сохранять контакт. Чтобы сохранить контакт, он должен сделать тункан. Видите, он тогда сохраняет контакт. Если он тункана не делает, я освобождаюсь, какую-то форму совершает. Другую, да? Он должен сохранить контакт, и тогда у него получается... А я делаю шихонагэ. Но когда мы смотрим динамику, тоже гякухан. Видите, куда он ушел? Он ушел, потому что его инерция разворачивает. Он сохраняет также захват. Но тут уже помогает инерция. Но когда мы делаем медленно, инерции нет, и мы должны вводить определенную условность. Условность, которая существует, это не выдуманная условность. На самом деле так и существует, так он и будет действовать в условиях других сил. Вот так он будет действовать. И нельзя входить в шихонагэ. Стой, сейчас не двигайся. Вот так. Нельзя входить. Это неестественное положение. Не то, что там опасно, не то, что он может сделать, то, что это неестественное положение. Мы исключили его движение, абсолютно его составляющую в обращении, что он уйдет отсюда. И нельзя двигаться. Даже айханми, 6-й кю. Нельзя двигаться. Стой. Нельзя двигаться вот сюда. Просто запрещено. Хотя вы все скажете, что все так и делают. Нет. 6-й кю, вот позиция. Вот взаимодействие. Сначала он уходит, а потом я занимаю его позицию. Я не могу занять позицию, пока он там стоит. Будет столкновение. И это неестественно.
Понятно, о чем я говорю? Мгм. В этом смысл форм. И айкидо состоит из форм. Если у вас айкидо состоит не из форм, уки-тори, работа уки-тори, а это работа только одного тори, то это не айкидо, нету айки, потому что ваш уки будет болтаться и не знать, что делать. Он будет двигаться, как говорит Сергей, аэродинамическое безобразие. Он будет как угодно, но только неправильно. И вы не сделаете правильную форму. А подгадывать форму под него каждый раз, когда он делает неправильно, это означает не сделать ни разу правильную техническую форму. А нам гораздо ценнее сделать ее правильно. Потому что неправильно можно сделать гораздо большее количество вариантов, да, чем правильно. А правильно означает с учетом всех окружающих факторов, которые будут. И если мы научимся делать ее медленно, мы ее всегда сделаем быстро. Но не наоборот. Именно вот почему я и говорю, что если вы сделаете медленно, вы сделаете быстро, но если вы сделаете быстро, вы не сделаете медленно. И это не просто такая, мне могут сказать, а зачем бою надо делать быстро? Зачем нам делать медленно в бою? Но когда вы делаете медленно, вы осознаете все, что происходит внутри этой техники. Быстрая форма без медленной — это просто слепое повторение. Это форма без содержания. А медленная форма — это содержание. Понимаете? Вот в чем прикол. Итак, айханги. Сломал все-таки. А? Все-таки сломал. Это он заслышал. Здесь бросок по 90 градусов. Будьте аккуратны, могут быть столкновения. Мы делаем так же, как мы делали сейчас на начало. Мы выходим в эту зону. Кайфенно. О чем это говорит? Мы не за каждый момент времени мы можем двигаться сюда, мы можем двигаться сюда. И еще один угол. Мы можем двигаться сюда. То, что мы начинали, помните сегодня? Учика. Учикайка. Плечу. Учикайка. Его позиция 90 градусов к моей входу. Это критерий. Кайден нога, все техники делаются так. Не делаются техники вдоль, вот туда. Это, если делать, делать урок, да? Нет, по-моему. Это боевая составляющая айкидо, вот это. Вот эта позиция еще и боевая составляющая. Это боевое искусство. Первое, когда мы разбирали законы физики, это искусство, а есть боевой элемент. Ну, боевой элемент здесь, в правильных позициях завершения. Вот это само не является боевым элементом. Это называется раздел энергии. Когда мы делаем любую форму, сам бросок, вот этот сам бросок, он не является финальным, грубо говоря, той техникой, тем элементом, который убивает его. Да? Цель боевого искусства — убить одним ударом. Вот этот бросок, он не является ударом. Вы сами знаете, сколько можно бросать человека. Всю тренировку он встает, гад, и живой. Еще и травм нету. Да? Ну тогда смысл какой в боевом искусстве, если мы будем бросать 50 тысяч раз, чтобы у него хотя бы синяк появился от усталости. На камне. Понимаете? Вы думали об этом вообще? В чем смысл техники айкидо? Как боевого искусства? Где он? Итак, айханги и 90 градусов. Один момент. Сюда, когда вы вводите на санкё, да, вы можете перевести так и войти вот, либо вы вышли вот сюда, смотрите, и перехват. Вот вы санкё, корпус работает вот немножко сюда,
в этой точке перехват. И классическая будет у вас какая-то ноги позиция. В укеме какая-то нога. Партнер смотрит сюда. Видите? Ну, узнаете это икё? Только что делали. Это безопасность вашей шеи. Поэтому я встану. Выгораем. Такой же вход. Угол тот же самый, что мы сейчас сделали с айханом. Смотрите. Режем руку от нога. Руки остаются здесь. Мы можем перейти на кайтен нога, но здесь сейчас поделаем удогарами. Немножко контроль. Такой же принцип такой же, как мы сейчас сделали. Уход в линию под 90 градусов наружу. Ноги в хан. Вниз. Все по изгибам. По изгибам. Вот мы развернули, смотрите, освобождение. Теперь контроль. Обычно делают так, но можно сделать и так. Освобождение. Вы должны понимать, что углы, они как по горизонту, что мы делали хапагири. Ну, хапа не делали, но могли сделать. Так они и вертикальные области, все эти углы, входы. То, что мы сейчас и делаем. Все? Пойду. Один из вариантов выхода партнера из взаимодействия — это укель. Кувырок, майки. Да. Мы сейчас у него больше энергии атаки, но мы сразу не можем встретить здесь. И он дальше проходит, закрывает нам этот угол, который мы сейчас сделали. Поэтому мы освобождаем и в этот момент выводим его руку, голову сюда не выводим сейчас. У плеча. И развиваем вход вперед. Из очень крепкой позиции. Раз, два, три. Второй способ укеми всегда — это вертикальный способ, кувырок. Есть горизонтальный способ, это тенкан. Сейчас тенкан. Плечо. И вот отсюда, смотри, сначала нет. Он по инерции двигается ко мне, и у него свободна вот эта нога. Туда. Она свободна, видите? На входе он сначала небольшой шажок с нее делает, небольшой, опорный. Потом разворачивается второй ногой, и вот здесь он может выбрать или мою кими. В данном случае он выбирает тенкан и устраивается в линию. Ну, вот. То есть он тормозится, а остается в этой линии. Увидели то, что, к чему мы приходим в икё? Ну, сейчас для разнообразия мы просто в этот момент, пока уже нога улетела, перехватываем, и делаем ставку. Удогарами у нас за никё зайдет. Укеми. Очень важно, как уки двигается. Раз. Два. Ко мне. Шаг. Ну ладно. Да ладно. Сдался.
Немножко нужен уровень другой. Антон, ну что? Сложно. Сложно будет, не? Рука у плеча остается. Отсюда он шагает этой ногой первый. То есть он вообще старается, вот даже может взять меня за корпус и старается удержаться, видите? Вот. Теперь у него нога-то пошла шаг, вторая туда, и как пинка он туда забрасывает ногу. Вот. В этот момент мы перехватываем, он возвращается, а мы... Кому сложно санкё, делайте икё. Кому сложен перехват, чтобы не путаться, делайте икё. Ничего страшного. Это важно, чтобы вы не получили травму в динамической работе. Когда мы работаем быстро, мы сейчас не...